Когда-то на нашей планете все было большим. И деревья, и динозавры, и белки. Но в современных реалиях большими, а точнее гигантскими, остались только белки. Но только некоторые. Встречайте гигантскую спортсменку и просто индийскую красавицу и индийскую гигантскую белку. Или ратуфу. Вид грызунов рода гигантские белки. И мы за ними отправляемся в Индию. Ратуфы – это вид, эндемичный смешанным лиственным влажным вечнозеленым лесам полуострова Индостан. В то время как большинство млекопитающих стараются слиться с ландшафтом, используя унылые оттенки серого или коричневого, индийская гигантская белка выглядит очень забавно. Их шерсть представляет собой сложнейшую палитру из глубокого бордового, пурпурного, ярко-оранжевого, кремово-белого и угольно-черного цветов. На первый взгляд такой наряд кажется кричащей ошибкой маскировки. Однако в кронах индийских джунглей, где яркий солнечный свет дробится разноцветные листья, лианы, мох и орхидеи, этот камуфляж работает безупречно. Стоит ратуфе замереть в тени листвы, и оно буквально растворяется в пространстве. Однако с точки зрения генетики млекопитающих, этого цвета в природе существовать не должно. Организм любого млекопитающего способен вырабатывать всего два типа красящего пигмента меланина. Эумеланин отвечает за черный и коричневый цвета, и феомеланин отвечает за рыжий и желтый цвет. Никакого пурпурного или синего гена у пушных зверей в арсенале нет. Тем не менее, когда солнце освещает кроны индийских джунглей, спина ратуфы отливает глубоким баклажановым и фиолетовым цветом. Как устроен этот фокус? Секрет ратуфы заключается в структурной окраске, явление, которое гораздо чаще встречается у бабочек, павлинов или переливчатых жуков, но почти никогда не обнаруживается у пушистых животных. Волоски на спине индийской гигантской белки имеют уникальное микроскопическое строение. Они работают как крошечные оптические призмы. Сама текстура шерсти хитроумно преломляет и рассеивает падающий солнечный свет. В результате свет отражается от шубки неравномерно. Синяя часть спектра смешивается с естественным рыжевато-черным пигментом прямо в глазах наблюдателя, и мы видим роскошный костюм, который на самом деле является чистой воды оптической иллюзией. А размеры этой белочки заслуживают отдельного упоминания. Длина ее тела может достигать 45 сантиметров. Длина хвоста часто превышает длину тела и доходит до 60. Этот пушистый шлейф используется как идеальный балансир при головокружительных прыжках. Причем взрослые особи весят до 2 килограммов, что делает их настоящими тяжеловесами в мире грызунов. Индийская гигантская белка – убежденный и бескомпромиссный приверженец древесного образа жизни. Спуск на землю совершается только в самых крайних форс-мажорных ситуациях. Зачем спускаться вниз, если вся инфраструктура находится на высоте 30 метров? Ратуфы живут в верхнем ярусе леса и передвигаются там с грацией цирковых гимнастов. Физиология этих грызунов доведена до совершенства. Мощные задние лапы позволяют совершать прыжки между ветками на расстояние до 6 метров. При этом белка не просто перелетает с ветки на ветку, она способна на лету менять траекторию и амортизировать удар при приземлении с помощью развитых подушечек лап и длинных цепких когтей. Если обычная белка перебегает дорогу перед вашим автомобилем, создавая аварийную ситуацию, то индийская ратуфа точно так же перелетает над головами лесных слонов и леопардов, чувствуя себя в абсолютной безопасности. Уровень жизни индийских красавиц тоже должен соответствовать статусу, поэтому у каждой белки имеется несколько собственно лапно построенных квартир, то есть гнезд. Причем квартиры эти располагаются в отдалении друг от друга. Одни используются для сна, а другие для активного отдыха. Одна белка может владеть 4-5 гнездами в пределах своего домашнего участка.
Несмотря на внушительные размеры, ратуфа остается верна традиционным диетическим ценностям своего семейства, хотя и с поправкой на тропический ассортимент. Основой ее рациона являются фрукты, орехи, семена и иногда кора деревьев. Однако эти гиганты не проще разбавить вегетарианское меню и белком. Обладая мощными резцами, ратуфа при случае может разорить птичье гнездышко, полакомиться яйцами, крупными насекомыми или древесными лягушками, которые не успели вовремя уклониться от встречи с этим пушистым гигантом. Кстати, ратуфа полностью лишена главного беличьего инстинкта. Она не умеет запасать еду. Она росла в условиях вечно зеленого тропического рая, где сезонности в нашем понимании нет, а новые фрукты, семена и цветки появляются на деревьях круглый год. В результате за ненадобностью эволюция полностью атрофировала и стерла из ДНК ратуфы нейронные связи, отвечающие за создание заначек. И если вы дадите этой белочке ведро самых спелых вкусных орехов, она съест ровно столько, сколько поместится в ее желудок. Концепция отложить на черный день в ее картине мира отсутствует в принципе. По натуре эти белочки одиночки. Однако 2-3 раза в год гигантские белки приносят потомство. После 4 недель беременности с парочкой детенышей возится исключительно счастливая мамочка. 1,5 месяца она кормит своих красивых деточек молоком. Бельчата рождаются голыми и слепыми, так что процесс взращивания наследников по беличьим меркам не быстрый. Однако в 6 месяцев милые пушистики уже технически готовы воспроизводить себе подобных, чем и будут с успехом заниматься ближайшие 5-6 лет. А в зоопарках все 15. Да, в дикой природе жизнь на вершине мира тоже полна опасностей. Главными врагами индийской гигантской белки являются хищные птицы, например, хохлатый змеияд, и леопарды, которые также неплохо лазают по деревьям. В ситуации, когда обычное животное включило бы максимальную скорость и бросилось бежать, ратуфа применяет уникальную оборонительную тактику. Вместо панического бегства она прикидывается частью дерева. Заметив опасность, белка плотно прижимается всем телом к толстому стволу или ветке, буквально растекаясь по коре, и замирает. Благодаря своему пестрому окрасу она мгновенно превращается в безобидный нарост, покрытый лишайником. В таком анабиозе грызун может провести довольно много времени, проверяя терпение пролетающего мимо орлана. И лишь когда хищник гарантированно удаляется, оживший разноцветный ковер продолжает свой путь за очередным тропическим фруктом. Вот такие они разноцветные индийские белки-ратуфы. А для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие наших каналов, может перейти на платформу Boosty по ссылкам в описании. Там доступны все видео с каналов Планета Земля и ЗУ, без рекламы и замедления. Спасибо, что любите природу вместе с нами. До скорых встреч!